Для миллионов людей во всем мире образ Парижа неразрывно связан с ажурным силуэтом Эйфелевой башни. Это больше, чем просто сооружение. Это визитная карточка Франции, воплощение ее инженерного гения, культурной смелости и неукротимого духа. Однако путь башни к всемирному признанию был тернистым. Построенная как временное сооружение для Всемирной выставки 1889 года, она вызывала яростные споры и критику со стороны современников, но сумела не только пережить свой срок, но и стать самым посещаемым платным памятником в мире. Этот успех был не случайностью, а закономерным итогом гениального замысла Гюстава Эйфеля и его команды. Башня стала апогеем промышленной революции, материальным доказательством того, что инженерное искусство может создавать новые эстетические формы, параллельные традиционной архитектуре и независимые от нее. Она ознаменовала рождение новой эпохи, где сталь и железо стали кистью и холстом для творцов технологического века. Чтобы понять истинное значение Эйфелевой башни, необходимо погрузиться в политическую и социальную атмосферу Франции конца XIX века. В 1889 году Франция готовилась отметить столетие Великой Французской революции, эпохального события, положившего конец монархии и провозгласившего принципы свободы, равенства и братства. Правительство Третьей Республики, возглавляемое Жюлем Ферри, видела в этой дате возможность консолидировать нацию и продемонстрировать миру жизнеспособность республиканского строя. Франция все еще залечивала раны после унизительного поражения во франко-прусской войне и кровавого подавления Парижской коммуны. Страна была расколота политически, а экономика переживала не лучшие времена. Организация Всемирной выставки преследовала несколько целей. Поднять национальный дух, показать, что Франция остается великой державой в области науки, техники и культуры. Стимулировать экономику, создать тысячи рабочих мест и привлечь в страну иностранный капитал и туристов. Объединить нацию, предоставить повод для национальной гордости, отодвинув на второй план внутренние политические разногласия. Именно в этом контексте родилась идея создания грандиозного сооружения, которое стало бы центральным экспонатом выставки и символом возрождения Франции. За проектом башни стоял человек, чья репутация была безупречной — Александр Гюстав Эйфель. К моменту начала конкурса он был уже одним из ведущих инженеров Европы. Эйфель прославился проектированием смелых железнодорожных мостов и виадуков, например, виадука Гараби во Франции, который на момент завершения был самым высоким в мире. Именно Эйфель разработал сложный внутренний железный каркас, который поддерживает медную обшивку статуи свободы в Нью-Йорке. Этот опыт работы с большими структурами и учетом ветровых нагрузок оказался бесценным для проекта башни. Хотя башня носит его имя, Эйфель не был единственным автором проекта. Идея 300-метровой железной башни принадлежала двум старшим инженерам его компании — Марису Кёхлину и Эмилю Нужье. Однако их первоначальный проект был сугубо утилитарным и не отличался элегантностью. Эйфель, обладавший не только инженерным, но и художественным чутьем, выкупил у них патент и привлек архитектора Стефана Совестра для придания конструкции эстетической завершенности. Совестр добавил основания в форме арок для большей устойчивости и визуальной легкости, стеклянные павильоны на первом уровне и декоративные арки, которые превратили инженерный расчет в произведение искусства. Таким образом, гений Эйфеля проявился не в изобретении концепции, а в ее доработке, продвижении и, что важно, в осуществлении. Эйфель выбрал ковкое железо, а не сталь, которая только входила в употребление. Это было консервативное, но оправданное решение. Свойства железа были хорошо изучены, и Эйфель мог быть абсолютно уверен в его поведении под нагрузкой. Интересно, что башня, ставшая символом технологического прогресса, была построена из материала, который вскоре должен был уступить место стали. Команда из 40 чертежников и расчетчиков выполнила титаническую работу без помощи компьютеров. Было создано более 1700 общих чертежей.
Эйфель уделял первостепенное внимание безопасности, что было революционным для той эпохи. Башня была спроектирована как решетчатая конструкция, позволяющая ветру свободно проходить сквозь нее. Расчеты показали, что даже при ураганном ветре отклонение вершины не превысит 12 сантиметров. Инженеры точно рассчитали расширение металла. На Солнце башня может увеличиваться на 15-18 сантиметров из-за теплового расширения. Все 18 038 индивидуальных железных деталей были изготовлены на заводе Эйфеля в Левалуа-Перре с ювелирной точностью отверстия. Для заклепок сверлились с допуском в 0,1 мм, что позволило собрать конструкцию, как гигантский конструктор. Строительство началось 28 января 1887 года и продолжалось 2 года, 2 месяца и 5 дней. Невероятно короткий срок для такого проекта. 4 опоры башни были установлены на отдельных бетонных фундаментах, заложенных на глубине до 16 метров. Особое внимание уделили 2 опорам со стороны реки Сена, для которых пришлось использовать сжатый воздух, кессоны, чтобы рабочие могли вести работы ниже уровня грунтовых вод. В период сборки конструкции на стройплощадке одновременно работало от 150 до 300 рабочих. Для монтажа использовались специально сконструированные Эйфелем подвижные краны, которые двигались по рельсам, проложенным внутри опор будущей башни. Процесс клепки башни был невероятно трудоемким. Каждую из 2,5 миллионов заклепок разогревали до красна, после чего команда из 4 человек, один держал заклепку, второй бэнд формировал шляпку, а 2 других били по ней кувалдами, забивала ее на место до того, как она остынет. Одной из самых сложных задач стало создание лифтов, которые могли бы подниматься по изогнутым опорам башни. С этой задачей блестяще справилась французская компания Fives Lille, а для подъема на 2-й уровень использовались гибридные лифты-фуникулеры конструкции Леона Эду. Эти механизмы были настолько новаторскими, что когда срок аренды земли под башней истек и ее должны были снести, спасли ее именно лифты. Демонтаж уникальной системы был признан слишком сложным и дорогим. Несмотря на технический триумф, общественное мнение поначалу было резко негативным. В 1887 году, еще до начала строительства, в газете «Le Temps» было опубликовано письмо, подписанное рядом видных деятелей культуры, включая Ги де Мопассана, Шарля Гуно и Александра Дюма-младшего. Они называли башню бесполезным и чудовищным, смехотворной башней, доминирующей над Парижем, как гигантская фабричная дымовая труба, утверждая, что она навсегда обезобразит город. Однако сам Эйфель парировал. Разве не по тем же законам созданы великие стройки Египта, которые до сих пор вызывают наше восхищение? Разве не в простоте своих линий заключается их величие? Он верил, что башня обладает собственной, особой красотой. Когда башня была завершена, критика быстро сменилась всеобщим восторгом. За время работы Всемирной выставки с 6 мая по 31 октября 1889 года на башню поднялись почти 2 миллиона человек. Публику манила не только панорама Парижа, но и сама возможность оказаться на невероятной высоте. Успех был оглушительным. Всего за первые 6 месяцев работы башня окупила 75% затрат на строительство. Первоначальный контракт предусматривал, что башня простоит 20 лет, после чего будет разобрана. Ее спасло появление радио. Эйфель, предвидя угрозу сноса, с самого начала активно продвигал башню как уникальную научную лабораторию для экспериментов в области метеорологии, аэродинамики и радиосвязи. В 1898 году Юджин Дюкрете провел с башни один из первых сеансов радиосвязи. В 1909 году, когда истек 20-летний срок, военные оценили ее ценность как идеальной площадки для размещения антенн. Это и спасло сооружение. Во время Первой мировой войны башня стала ключевым элементом в системе радиоперехвата. Именно отсюда в 1914 году был перехвачен приказ
о отступлении немецкой армии к Марне, что помогло французам организовать успешную контратаку под названием «Чудо на Марне». В период Второй мировой войны, по легенде, в 1940 году, когда Гитлер прибыл в оккупированный Париж, французские патриоты специально испортили привод лифтов, чтобы фюрер не смог подняться на вершину. Немцы водрузили на башне свастику, но она была настолько огромной, что ее сорвало ветром, и пришлось вешать меньший флаг. Когда союзники приближались к Парижу в 1944 году, Гитлер приказал коменданту города Дитриху фон Хольтицу взорвать башню вместе с другими достопримечательностями. К счастью, генерал не исполнил этот приказ. Сегодня башня — это не просто памятник, а динамично развивающийся объект, требующий постоянного ухода и модернизации. Башню перекрашивают вручную каждые 7 лет. Этот процесс занимает около 18 месяцев и требует 60 тонн краски 3 разных оттенков. Самый светлый — наверху, самый темный — внизу, для визуальной гармонии на фоне неба. Современное ночное освещение было установлено в 1985 году. 20 тысяч лампочек, которые заставляют башню сверкать 5 минут каждый час после наступления темноты, являются объектом авторского права. Их изображение в ночное время требует специального разрешения. Эйфелева башня — это мощнейший экономический актив. Ежегодно ее посещают около 7 миллионов человек. Она является одним из самых узнаваемых и фотографируемых объектов в мире, принося огромный доход не только от продажи билетов, но и от мерчандайзинга и туристического бизнеса в целом. Она служит декорацией для бесчисленных фильмов, книг и произведений искусства, оставаясь неизменным символом романтики и путешествий. История Эйфелевой башни — это история о том, как смелость, наука и искусство могут преодолеть непонимание и критику. От временного аттракциона для Всемирной выставки через волны протестов и угрозы сноса она вознеслась до статуса вечного и любимого символа не только Парижа, но и всей Франции. Олицетворяя триумф инженерной мысли, она доказала, что красота может рождаться из расчетов и формул. Как предвидел сам Гюстав Эйфель, его творение стало не просто башней, а выражением векового усилия науки и опыта многих поколений, которые в конечном счете подготовили почву для успеха нашего времени. Сегодня, спустя более 130 лет, она продолжает вдохновлять, очаровывать и напоминать нам о безграничных возможностях человеческого гения.